Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал Mariana's Home. Я немного отсутствовала, Денис приболел, и поэтому мне пришлось немного отложить монтаж и выпуск видео. Но надеюсь, я уже в ближайшее время вернусь в свою рабочую рутину по производству видео. Давайте начнем. Я сейчас нахожусь у себя в коридоре, и сегодня решила немного здесь убраться, помыть полы, а также разобрать шкаф, который стоит у нас в коридоре, и навести в нем красоту. Давайте расскажу, что у меня в планах по поводу этого шкафа, который у нас стоит в коридоре. Во-первых, я хочу убрать все вот эти коробки и как-то сложить обувь более вот в такие льняные коробки, и все сделать вот в таком цвете и фасоне. И также вот это полностью все это как-то расфасовать, проверить, что там внутри, и красиво разложить. Я не собираюсь трогать, наверное, вот эти шкафчики. Конечно, я здесь приберусь. Здесь я храню эко-сумки, маленькие вот такие пакетики. Если я иду куда-то в магазин, либо мы едем путешествовать, то я обычно достаю разные упаковки, чтобы что-то сложить вот отсюда. А здесь у нас, по-моему, только батарейки. Ну здесь так по мелочи. Очки. Это что? Пакетики для мусора. И, по-моему, там антисептик и скакалка. Тоже по-хорошему, наверное, это все как-то реорганизую вот в этом шкафчике. И, конечно же, реорганизую вот эту обувь. Так как зима уже подходит к концу, то я уберу всю зимнюю обувь уже. Ну и оставлю весеннюю и там летние, если кроссовки. Вот этот угол тоже надо как-то красиво обустроить. Здесь у меня танцевальные туфли. Я храню рюкзак. Все, ну надо сделать как-то более это красиво, а не вот так, на каком-то полукрючке, что-то внизу там лежит. Но все равно надо это все сделать более как-то аккуратно и красиво. Начинаю я уборку коридора с того, что протираю вот такую деревянную плитку. Ее я покупала в Икее. Такая же деревянная плитка у меня лежит на веранде. Я достаточно давно пользуюсь такой плиткой. Очень удобно, потому что в коридоре пол бетонный и безумно холодный. А постелив вот такую деревянную плиточку, можно спокойно обуваться и снимать обувь и наступать на нее без проблем. Особенно это очень удобно, когда у вас есть дети. Я также помыла порожек у нашей входной двери и, в принципе, закончила с помывкой полов в коридоре. Как вы можете заметить, коридор у нас очень маленький. Он, можно сказать, метр на метр. И сейчас я перехожу к самому шкафчику, уборке в нем и расхламлению всего содержимого в коробках. Сначала я достаю все коробки с верхних полок, также достаю все корзины и какие-то мелкие вещи, которые там завалялись. Затем я переношу это в другую комнату и буду смотреть, как что можно более рационально разместить по коробкам. Кому интересно, я покажу коробки, в которых организую хранение в коридоре. У меня это вот такие льняные коробочки. Я их покупала в корейском супермаркете Home Plus. Они шли со скидкой и стоили где-то в районе $7. Для организации хранения в своем шкафу я использую коробки двух видов. Первая коробка размера 30 на 30 и высотой 16 сантиметров. Она идет с крышкой. А вторая коробка — это такой куб, который размером ровно 30 на 30 и на 30 сантиметров высотой.
Сейчас будем все расфасовывать по коробкам. И сначала я начну с наших аксессуаров. Это шапки, шарфы, перчатки. До этого я хранила все шарфы, перчатки в неглубокой коробке. И на самом деле мне этого не хватало. Плюс было неудобно то, что это все закрывалось крышкой. Методом проб и ошибок я поняла, что удобнее будет хранить всю нашу галантерею в глубокой коробке без крышки. Поэтому я перекладываю из неглубокой коробки в глубокую все наши шарфы, шапки и перчатки. Также в глубокую коробку я складываю все наши сумки, которые мы берем, когда ходим за покупками. И еще в глубокую коробку я решила положить все свои личные сумочки, так сказать. У меня их на самом деле немного, 3 штуки. Они вот так, в принципе, красиво уместились вот в эту коробку 30 на 30. И еще сверху я планирую так класть свой рюкзак, потому что я им часто пользуюсь. Ну и чтобы он где-то не висел, не валялся, он также будет лежать сверху в этой коробке. Продолжая разбирать свои вещи, которые я храню в коридоре, я решила уже в небольшую коробку поместить все такие технические штучки. Это скотч, двухсторонний скотч, ножницы, клей. В такую же коробку я решила переложить все провода, адаптеры, какие-то зарядки, зарядные устройства, пульты и так далее. Я постаралась по максимуму это рассортировать, а также я использую вот такие резиночки для того, чтобы разделить каждый проводок от проводка. Кстати, друзья, поделитесь, пожалуйста, в комментариях, у кого тоже есть коробка с проводами, адаптерами и разными зарядками. Или это только у меня коробка, в которой просто какое-то безумное количество проводов хранится. Буду ждать ваших ответов и комментариев на эту тему. Я возвращаюсь в наш коридор, и сейчас я протираю обычной влажной тряпочкой полки в шкафу. После того, как я их протерла, я решила установить еще одну полку в шкафчике. Думаю, так мне будет гораздо удобнее разместить все коробки, в которых я организовала хранение вещей, необходимых в коридоре. На верхних полках я располагаю коробки, которые поменьше, и также их сортирую по частоте использования. Те коробки, которые мы используем часто, это, например, аптечка, либо какие-то инструменты, необходимые в обиходе, то я их расставляю прям в ближайшей доступности, чтобы было спокойно дотянуться руками. А большие коробки, в которых я решила хранить нашу галантерею, свои сумочки, сумки для шопинга, я решила расположить на уровне глаз. Естественно, пользуясь случаем, я также убралась в шкафчики и разобрала всю свою обувь. Но я решила не вставлять подробный обзор в это видео, потому что оно и так достаточно длинное. Поэтому, друзья, если вы хотите посмотреть, как я расхламляла свою обувь, то обязательно ставьте лайк этому видео и оставляйте свои комментарии под ним. Так я буду знать, что такие видео вам тоже интересны. Желаю вам хорошего настроения. Надеюсь, я смотивировала вас на уборку. И увидимся в следующих видео. Пока!